Всем привет! Сегодня я вам покажу место, откуда появляются лепешки. Сгорела спираль тандыра. И как при ремонте любого электрооборудования сначала снимаем напряжение. Ну что, залезли в тандыр вместе с телефоном. Затянуто очень хорошо. Наверное, надо разобрать будет. Часть вот этой кладки прокручивается. Я даже не подозревал, насколько популярны эти лепешки у нас в городе Сыктывкаре. Пока я занимался ремонтом тандыра, ко мне подошли 2-3 человека узнать, когда будут лепешки. И вот один из них. Здравствуйте, а не подскажете, когда лепешки будут готовы? Скорее всего, сначала надо его починить. Хорошо. Видимо, все дело в том, что когда я посмотрел в камеру, я понял, что в этой спецодежде я больше похож на пекаря, чем на электрика. О, пошло. Так, вот она спираль. Так, сейчас то же самое, там он держит. Так. Все нормально. Ну все, сейчас буду спираль вытаскивать. Вот она спираль. Видите, вот она прям рассыпается на руках, в руках. Укладывать буду сейчас на саму спираль. АСМР закончилось, подаем напряжение. Пошел нагрев большой. Что-то там загорелась какая-то. Видели это? Сейчас я расскажу, о чем кричит такая электропроводка в квартире. В этой квартире идет ремонт, но электропроводку менять не стали. Возможно, был ограничен бюджет на ремонт, а может быть исполнителями, которые делают ремонт, не было предложено заказчикам заменить электрику, прежде чем менять полы, укладывать плитку в ванной, натягивать потолки и штукатурить стены. И в процессе ремонта такая старая электропроводка напомнила о себе. Перестало идти напряжение на лампу в ванной, поэтому нас вызвали на этот дефект. Так как старая проводка замурована в стенах, мы провели новый кабель на свет в ванной. Кабель на выключатель тоже требует замены, это видно на видео. Алюминиевые провода обломаны на изоленте, и при установке новых выключателей обломаться могут окончательно не только здесь, но и в других комнатах. И так может отключиться любая розетка в комнате или пропасть свет. Но если это и произойдет уже после того, как натянут потолки, поклеят обои, штробить стены придется по новым обоям и снимать натяжной потолок. В некоторых квартирах я видел старую проводку в хорошем состоянии, но этот выключатель уже охрип от крика. Менять проводку в квартире это недешево, но если есть инструмент, желание и YouTube, то черновой вариант можно сделать самому. Это другая квартира, и здесь вот такая электрика от застройщиков 80-х годов была заменена новой, излучающей надежность. Без опыта электрического образования, но с помощью консультации от электрика, не от меня, и Ютуба был выполнен электромонтаж в гофре на клипсах. Предлагаю оценить. Я был приглашен для подключения распредкоробок, подключения квартирного щитка и установки розеток и выключателей. На этом заказе скрутки буду паять. И протестирую свой тегелек на газовой горелке. А меня можешь не снимать, чисто процесс, как там плавится. Вот видно, как плавится олово. Вот, и как оказалось, нужно больше саму емкость для того, чтобы олово было там расплавлено. Потому что когда я погружаю скрутку, то тепло отдается этой скрутке, и олово быстро застывает. Вот, поэтому приходилось зажигать горелку для того, чтобы она постоянно подогревала вот эту вот емкость, ну, наконечник. Да, остывает очень быстро. Надо подогревать постоянно. И такой способ мне не понравился, потому что огонь и тут же изоляция проводов, тут же эти пластиковые коробки, в общем, несовместимые вещи. Поэтому лучше подобрать тегелек, тот, который работает на электричестве. Но, как видно, даже этим способом можно спаять скрутки, получилось все аккуратно.
Новый заказик, на котором было уже 2 разных электрика, но они почему-то все уходят. Объясню ситуацию свою. У меня электрик должен был в понедельник приступать, и вот сегодня выяснилось, что он, короче, сбежал. Теперь у меня частично там встает процесс весь. Поэтому Франк Электро и около дела уже в пути. Вот смотри, такая 4-шка. Это одна комната. Тут что-то будет, тут комната. Потом здесь комната. Потом там санузел. Будет вырезаться пол, спуск в подвал. Там целая комната. И здесь. По вашему желанию можем выполнить опрессовку гильзами из красного золота 585 пробы. Отличное вложение в вашу квартиру. Когда теплые деньки, вот здесь в Кировском парке есть тренажеры и постоянно занимаются с утра люди различной гимнастикой, кто на что способен. Но сегодня, видите, выпал снег и тишина, никого. Вот так вот зима забирает активность. На лыжах, конечно, сейчас не станешь. Сегодня снег уже растает. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain.
На этом этапе мы заканчиваем черновой электромонтаж в этой квартире. Ждем, когда установят перегородки, и после продолжаем. В плитке не был установлен подрозетник, потому что вот эти вот винтовые зажимы, они не проворачивались, не затягиваются. И, в общем, его не стали затягивать, просто туда установили, и он вываливается. Поэтому сейчас иду покупать новый вот такой подрозетник, так, чтобы он затягивался, можно было установить его в плитке. Это должен был сделать тот электрик, который ставил этот подрозетник. Если винтики не затягивались, ему нужно было сходить и купить новый подрозетник. Но он этого не сделал. И оставил эту работу другим электрикам, чтобы у них была возможность заработать. Новый заказик. Эдуарда пригласили доделать электрику после электрика, поэтому мы здесь. Спа-салон в тайском стиле. У меня не получается пока поехать в Таиланд, поэтому Таиланд приехал в Сыктывкар. Йенди Тонраб. Так, ну что, начали разбираться на второй день, что тут написано. Группа GR02. Это группа О. Освещение. Вторая HL 5.2. HL это лампа. Группы 2, 5 лампа. Вот, значит... Что я сейчас делаю? Я сейчас, это вчера уже вскрыл распред коробки XT2 GRC1, группа силовая 1. И я смотрю, какие кабели выходят с этой коробки и куда они идут. Идут ли они к местам, которые обозначены в проекте. Вот это я здесь уже наклеил бирку. XT2 это распред коробка. Группа розеточная 1. Все, кабель я смотрю, что который указан в проекте. Сейчас я покажу. Я сейчас показывал вот этот вот кабель. Я смотрю, что здесь в этом месте розетка быть должна. Кабель выведен. Также вот я нашел вот эти розетки. Кабель сюда тоже выведен. И нужно будет определиться, выведен ли кабель сюда. Какой-то кабель там висит. Вот, относится ли он к распред коробке XT2. Помещение. Вот этот кабель висит. Здесь должна быть внизу розетка. Но сюда пока кабель не выведен. Возможно, вот это он. На нем никаких бирок нет. Уходит он наверх. Сейчас я буду определять. Если этот кабель подключен к распред коробке XT2, значит это он. И я его подписываю как XT2, группа S1, силовая розетки. Да, и здесь работал электрик. Он с другого города. Он здесь работал, ну, судя по объему, пару месяцев. Вот, он сейчас уехал. Нужно доделывать электрику. Вызвали Эдуарда. Он подтянул меня. Мы здесь сейчас будем продолжать. В общем, сначала определим, что как было сделано, а затем продолжим. Так, кабелек, значит, здесь сразу замкнул между собой две жилы. И иду искать в распред коробки. Именно вот этот кабель нужен. Так, ну вот, значит, я их отсоединил от клемников. Вот он, синий и белый. Сейчас я беру мультиметр и прозваниваю. К концу дня выявилась такая ошибка. Значит, написано, видите, питание аудио. Распред коробка так называется. И от нее розетка для аудио. И отсюда идет кабелек. Вот там есть распред коробка, называется питание аудио. Только этот кабель идет не к ней, а на распред коробку дежурного освещения. Вот эти две коробки перепутаны местами. Да, и так как эти распред коробки стоят рядом, то поменять проще будет здесь. Вот кабель один закинуть на питание аудио, а один кабель спустить и закинуть на
дежурное освещение. Нашел я кабелек, который идет в эту кладовочку наверху. И здесь так и написано. Это кабель аудиорозетки первый этаж. Хотя питает он розетку для аудио. И дальше кабель от этой распредкоробки идет на дежурное освещение. Вот в этом путаница. Не встреча, а как? Ну, оборудование новое презентируют, как этот. Не выставка, а как мессы называется. Мессы. Здесь Эдуард рассказывает, что он был во Франкфурте на уроке, на котором обучали по вот этим клемникам Вага. И говорит, что эти клемники Вага для многожильных проводов, они не могут использоваться для одножильных. Для одножильных используются вот именно такие клемники, без рычажков. На сегодня у нас задача поднять существующую кабельную трассу, которая была сделана до нас, на 15 сантиметров выше, так как здесь пойдет декоративная доска на этом уровне. Так, один из моментов, буду использовать снова свой кабель-трекер, потому что кабель, который выходит здесь из пола, он неизвестно идет в какую коробку. Там все коробки просмотрел, оттуда он не звонится. Подключился, значит, крокодильчиками вот этого передатчика на жилу синюю и вторым крокодильчиком на землю. Так, теперь нажимаем на кнопку приемника и смотрим, что сигнал в кабеле есть. И идем его искать, где он зашит, в какой стене. Да, конечно, может быть, что вот этот кабель, кончик, это кончик вот этого кабеля. Что он где-то в полу проведен и выведен сюда. Но тогда здесь нужно ставить распредкоробку и вести сюда питание. Вот это не совсем ясно. Есть. Странно как-то. В общем, вот этим вот занимаемся мы. Прошлую неделю занимались. И будем и следующей неделе заниматься поиском вот таких вот концов. То, что было выведено предыдущим электриком. Не подписаны. Нужно будет определять, к каким группам это относится. Подписывать все. Еще опасность подстерегает на этом объекте. В том, что есть тут старая проводка. На нем висит освещение. И вот такие вот кабели спускаются. Провода вниз. И просто так они висят. Вот. И теперь мы смотрим индикатором. Чик, оказывается, он под напряжением. Просто висел. Сейчас нужно будет его изолировать. В общем, Эдуард прислал с Германии. То есть ему прислали посылочку, а он туда загрузил гостинца. Смотрите, какие. Ну, видимо, здесь яички и киндер. Прикольно, что нет никаких надписей на русском. Потому что, ну, непривычно. Не прикольно, а непривычно. Что обычно все равно где-нибудь какая-нибудь надпись там будет. Да, обязательно попробую и угощу своих. Им будет интересно. Мил крем фулинг. Или фюлин. Ну, прикол, спасибо вообще. Что за подсветка? Вот, ребята, мы сделали хамамчик, сауну, вернее, сделали ее подсветку. Наша корпорация состоит теперь из двух человек, я и Эдуард. И вот заметил какую особенность. В январе у меня был доход 64 200. Здесь вот я показываю, какие были работы, сколько стоит, какие расходы и чистый доход. В феврале 47, март 71, апрель мы уже начали с Эдуардом вдвоем работать, было 87 по доходу, и май получился 126. Получается, что стало больше крупных заказов. Мы уже знаем, что завтра будет работа, через неделю будет работа, и нет вот этих вот окон, когда сидишь и ждешь, когда будет заказ. Поэтому график стал плотнее.
И отсюда и появилась большая цифра. Вот такая вот особенность, когда работаешь уже в команде. Можешь брать большие заказы. А это видос с вечернего Сочи. Человек занимается спецэффектами, подключение вот этих вот криоджетов, которые дают пар на сцене. Просто вставлю это видео как завершение этого видоса. Ну огонь! Еще 4.